Мы должны употреблять с вами в пищу цельные продукты. Цельные. Значит, хлеб должен быть полностью со 100% отрубями. В этом заключается смысл макробиотики. В отличие от современных форм поедания, извините, употребления хлеба, которые сегодня пропагандируют наши ученые. Макробиотическое питание полностью отрицает удаление отрубей из любых видов продуктов. Цельный продукт – это цельный продукт. Ячмень – это как раз-таки есть производным макробиотического питания. Вот почему хлеб из ячменя является стратегическим продуктом питания, который полностью отсутствует у современного человека и который полностью присутствует у макробиотика. Вот почему макробиотики никогда ничем не болеют. У них не бывает сахарных диабетов или аутоиммунных каких-то заболеваний. Для них это просто смехотура. Путь к макробиотике вам надо прочитать, выучить, заучить, исследовать всей семьей, и чтобы ваши дети уже в 5-летнем возрасте знали, что это такое. Тогда, в 15-летнем возрасте, они уже будут учеными и будут обгонять своих сверстников на 100 голов. Молоко из проросшего ячменя. Берем пророщенный ячмень в размере более полустакана. Засыпаем в блендеру. Заливаем 300 мл воды, может немножко больше. Ну и все, вот готовый продукт. Обыкновенное сито, видите? И разотрем, чтобы до конца вышли биологически активные вещества. И в этом случае мы получим органический кремний. Видите? Мы разотрем все это и получим вот такую густую массу. В эту массу мы добавим немного порошка стевии. И также один финик. Один финик мы можем также после этого взбить в блендере, но следует из финика убрать косточку, чтобы не поломать нож. И получим сладенькое молоко из ячменя. Остаточную массу, которая осталась, я прокипятил. Вот видите, кипятил 15 минут. И получил биологически активную жидкость, которая имеет тенденцию очищать организм. Наш желчный пузырь, протоки, все великолепно очищается, действует на клетки печени. Это старинное средство, которое применялось еще во времена хана Батыя. Во времена монголо-татарского путешествия воины готовили корень аира. У них всегда был с собой корень аира, который они бросали в болото, чтобы вода была чистой. А также всегда был пророщенный ячмень, и из него молоко, с помощью которого воины никогда не болели. Это до нас доносят историки. Но я вам скажу одну вещь, что научно-исследовательский институт еще во времена императора Леонида Брежнева, где-то в Беларуси они определили, я сам лично это наблюдал и видел, ученые определили, что кремний не дает заходить в клетку микропаразитам, микробам, раковообразующим микробам и бактериям. И клетка становится крепкой, мощной. Здесь есть органический кремний. Органический – это живой, натуральный. Это не водичка, где бросили камешки, потом ее попили, и говорят, якобы там есть кремний. Я так не считаю. Вот он, видите, вот он кремний. Наши кости состоят из кремния. Наша воля, сила, воля к победе, воля к борьбе за жизнь, она зависит от состояния кремния, потому что мозг состоит из огромного количества кремниеподобных веществ тоже. И кремний является основополагающим элементом нашей жизни. Все думают, что кальций играет роль в построении костей. На самом деле это не совсем правильно, должен быть баланс. Кремния должно быть больше. Вот почему разница между коровьим молоком и молоком из ячменя огромная. Это разные совершенно вещи, которые не надо равнять. Так вот, сегодня я вам показал этот удивительный рецепт. Пить его надо по 2 стакана мелкими глотками, смакуя во рту, чтобы через подъязычную вену он входил прямо в кровь. Кремний
требует особого внимания, он требует индивидуальности. Он хочет, чтобы вы его сами переварили за часик до еды, выпили стаканчик и отдыхаете. Значит, повысится всасываемость желудка, улучшится кровообращение в органах брюшной полости. Почему? Стеночки покроются кремнием, они так долго его ждали. С помощью кремния вы ощутите улучшение зрения, улучшение умственных способностей. Если старому человеку вот это давать, это снадобье, естественно, он воспрянет. Видите, какой густой, какой хороший отвар. Если молодому школьнику давать этот напиток, у него не будет остеохондроза, а у стариков не будет остеопороза. Потому что это знание. Я даю вам знания, которые вы нигде не получите. Вот и все. Смотрите, обратите внимание, посмотрите мне в глаза, внимательно вдумайтесь в то, что стоит сегодня на вашем столе. Есть ли там кремний? Есть ли там биологически активные вещества? Здесь более 20 тысяч биологически активных веществ, которые стимулируют нашу иммунную систему, покрывает весь каскад клеток и делает их неуязвимыми для микропаразитов. Они не могут проникнуть. Волосы, глаза, все будет у нас возрождаться. Я с сегодняшнего дня тоже начну терапию кремнием, потому что у меня нет времени тоже этим заниматься, но с сегодняшнего дня я найду такое время и также буду вам докладывать о тех эффектах, которые я буду ощущать. Улучшатся все функции организма, потому что здесь есть те элементы, которых у нас не хватает. Запомним одну вещь, что болезнь – это есть нехватка одних микроэлементов и переизбыток других, вредных. Нам надо баланс. Нам надо, чтобы больше было полезных микроэлементов. А в нашем питании они отсутствуют. У нас однобокое питание, абсолютно традиционное, однобокое питание, состоящее из 5-6 продуктов, хотя их в мире 2000 продуктов, 2000 компонентов, которые мы можем употреблять, а мы употребляем 2, 3, 5, 7, никак не более. Вот. И я презентую вам вот этот напиток, который должен, хотел сказать, должен продаваться. Да нет, должен употребляться каждым из нас именно в течение 3-4 минут его надо выпить. Его нельзя хранить, потому что он живой, он проросток, здесь есть ферменты. С течением времени, там, через час функция будет угасать, как у любого овоща, полезность будет угасать, потому что медленно засыпает. А пока он живой, мы должны его съесть. Самый сильный рецепт, когда мы, минуя блендер, берем и разжевываем эти проростки. Они, естественно, глотать их не надо, их надо разжевывать, а слюну проглатывать. В этом случае вы получите ферментов на 1700% больше, чем из других методов приготовления, потому что при соприкосновении с железом множество ферментов просто умирает. Но это молоко, оно даст вам супер хорошее настроение, силу, мощь. А разжевывание ячменя – это прерогатива не всех, это прерогатива избранных людей, которые уже действительно знают пользу и результат того, что будет. Не надо думать, что он должен помочь сразу через день. Он должен накопиться, он должен аккумулироваться, он должен соединиться с другими микроэлементами, находящимися в нашем организме. И после этого, через некоторое время, может быть 2 недели, может неделя, может быть 2 месяца, может полгода, начнется бурное восстановление организма. И можно себе этим рецептом продлить жизнь на 50 лет. При условии, если вы нравитесь Господу, если вы делаете что-то хорошее, доброе для государства, для людей, для Бога, для всех. В этом случае вы можете удлинить свою жизнь. А если вы занимаетесь только индивидуально для себя, качая свои мышцы на стадионах, а потом выставляя их на показ, то жизнь продлиться здесь не может. Нет, она, наоборот, укорачивается. Мышцы нам даны для того, чтобы мы делали добрые дела. Я думаю, что Афанасий подтвердит мои слова. И смотрите, вот это завтрак, допустим, посмотрите, это грубый черный хлеб из пророщенной ржи. Соединяясь вместе
с ячменем. Это является базовым питанием для самых здоровых людей в мире. Это пророщенный хлеб. Я скажу, как его готовить. Посмотрите, это древний хлеб первобытных людей, которые ели. Люди просто раскрошили на камне проросшие зерна ржи, подсушили на солнце и съели. Здесь нет никаких заквасок, вообще ничего нет. Это самый лучший хлеб в мире. Если взять этот напиток и этот хлеб, то мы можем на нем жить много месяцев. Потому что многие люди со страха умрут, если у них отнять кусок мяса или колбасы, они умрут. А если человек готов к тому, что его ждут трудности, то он будет жить, припевать и добра наживать. Неси ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Несите ту ношу, которая вам дана Всевышним. Она легкая, но мы ее усложняем. А этого делать не надо. Все просто. Добавьте сюда веточку сельдерея, кусочек лука, немного льняного масла, и вы будете сыт, вы будете крепок и никогда ничем не будете болеть. Мы желаем вам всего доброго. До новых встреч.